Как делают игры. Все этапы разработки в деталях. Приветствую, разработчики, на связи Cyberstars Entertainment. В прошлый раз мы разбирали профессии в игровой индустрии и кто чем занимается, а в этом видео мы будем разбирать этапы разработки и устройства игр. Какие технологии и программное обеспечение используют разработчики. Вы узнаете, кто самый главный в индустрии, какие бывают студии и что такое AAA, после чего мы будем разбирать 7 этапов разработки, от идеи до релиза. Начнем с концепции, как составляется документация DISDoc. Затем разберем все шаги создания персонажа. Посмотрим, какие бывают костюмы захвата движений. Также затронем лицевую анимацию, после чего перейдем к левел-дизайну. Также разберем все этапы и кто что делает, какие бывают уровни, какая бывает вода, виды освещения и отражения и прочие детали, связанные с уровнем. Поговорим про оптимизацию, про звуковое сопровождение. Далее, как выглядит работа программистов, на каких языках они пишут код, что такое объектно-ориентированное программирование. В завершении рассмотрим, что такое вертикальный срез, создание основного контента, зачем в номере версии столько цифр, тестирование, подготовка к релизу и сам долгожданный релиз. Какую функцию несет издатель. В последующих видео мы будем разбирать, как попасть в геймдев-индустрию, потом поговорим про деньги, сколько кто и где зарабатывает, цены и общий доход с игр. Также мы будем разбирать продвижение и пиар и как заработать на своей игре. Начнем с самых истоков. Рассмотрим вертикаль влияния, она же вертикаль власти. В самом верху стоят заказчики и инвесторы. Ниже идет издатель. Он может влиять на разработчика, потому что выступает в роли посредника между теми, кто стоит выше, и самой студией. Далее идут директора студии. Среди них могут быть владельцы большого пакета акций. Далее может идти стейкхолдер. Это заинтересованная сторона, причастная к разработке. Это лицо или организация, имеющая права или долю. Это все верхушка иерархии, что касается менеджмента внутри студий. Есть два основных вида. Всем процессом руководит продюсер, он же гейм-директор или ведущий гейм-дизайнер, а отделами руководят лиды и скрам-мастеры. Скрам-мастер — это наставник, создающий высокопроизводительную команду. Но эти ребята, по сути, находятся на одном уровне с командой. Второй вид команды — это когда всеми напрямую руководит проект-менеджер, человек, отвечающий за качество, выгоду и сроки, и продакт-менеджер, человек, который следит, чтобы продукт соответствовал требованиям. Существует 3 вида студий. Инди, что означает independent, независимый разработчик, группа энтузиастов. Мобильные студии. Разработка мобильных игр практически ничем не отличается от простой. Их делают так же, как игры 5-летней давности. И AAA студии. Буквы A означают финансирование, и чем больше этих букв, тем серьезнее проект. Раньше цена разработки в финансовых отчетах оценивалась категориями ABC, но потом игровые бюджеты сильно выросли, и цифры и смет никак не укладывались в эту систему ABC, поэтому оставили букву А, как самую высокую систему исчисления. Когда бюджет превосходил одну А вдвое, а то и втрое раз, то просто приписывали еще одну букву А. Конечно, в зависимости от времени, требования к играм AAA растут. Еще есть AA и Quad A, это уже более дорогие игры. Аббревиатуру AAA можно расшифровывать как A lot of time, a lot of resources, a lot of money. Но это, конечно же, не является настоящей расшифровкой. Еще есть то же самое, только с буквой I. Например, AAA. Также, чем больше букв, тем серьезнее проект, но это уже относится к инди-играм. Этап 1. Концепция. На первом этапе команда во главе с гейм-дизайнером собирается вместе и проводит брейншторм. Разработчики придумывают игру. Сперва обозначают жанр, он станет главным вектором в разработке. Выбирается сеттинг игры. Это когда и где будут происходить действия. Обговаривается художественное направление игры, ее стиль графики. Все финальные мысли заносятся в 3 конечных документа. Первый – концепт-документ. Это краткое и емкое описание идеи игры. Стандартные пункты этого документа таковы: название игры, основная идея, жанр и аудитория, особенности игры, сюжет игры, описание геймплея, другими словами, описание игровых механик, то, чем игрок будет заниматься, описание игрового мира и персонажей, на какие платформы игра ориентирована, системные требования, сроки и бюджет разработки, и какие технологии будут использоваться в игре. Все это расписывается на 10-15 страниц. Второй – это Vision документ. В этом документе уже описывается не сам игровой процесс, а то, что хочется получить в итоге. Вся игра как конечный бизнес-продукт. Что записывается в этот документ? Полное описание игры, целевая аудитория и исследование рынка, подобные игры, то есть конкуренты, стиль и арты, бизнес-модель, как будет монетизироваться игра. Vision документ рассчитан больше для разработчиков.
Третий документ Feature List – список особенностей, фич. На какие детали будет больше акцентированность? На графику, уникальные механики или что-то еще? Также сюда входит Unique Selling Points – уникальные фичи игры, которые будут выделять ее на фоне конкурентов, привлекать игроков и увеличивать продажи. Эти три документа взаимосвязаны между собой и формируют общий дизайн-документ – DISDoc. Также в DISDoc может входить описание искусственного интеллекта, интерфейсов, звукового окружения и уровней. Какого-то сертифицированного стандарта по составлению DISDoc не существует. Каждый пишет как удобно. Все зависит от проекта и студии. Дизайн-документ составляют гейм-дизайнеры. И обычно это не документы Microsoft Office, а модульные схемы, построенные на вики-движке. Прописываются технические задания. Есть еще pitch-документ. Это более сжатая версия концепт-документа и списка фич. Сценарий, лор. Лор — это история игровой вселенной. Работа над этим может начаться не сразу. На ранней стадии выбирается движок. Это может быть Unreal, Unity, Godot или CryEngine. Но, как правило, в больших студиях уже есть свой проприетарный движок. А если нет, то пишется с нуля. Но сейчас так уже никто не делает. Также собираются референсы, фотографии из реальной жизни, игр или кино. Эти концепты представляют продюсерам и инвесторам. Далее из этих бумажек концепт-художникам станет ясно, что от них требуется. И вот, сформировав достаточно информации, концепт-художники приступают к созданию эскизов и иллюстраций. Этап 2. Прототипирование. И вот начинается разработка. Сверяясь с ранее созданными документами, ТЗ и концептами, разработчики приступают к прототипированию игры. Художники продолжают работать над концептами и затем постепенно начинают создавать игровые объекты. Это персонажи, транспорт, растительность, здания, мелкие прop-объекты и спецэффекты. Тем временем левел-дизайнеры начинают выполнять свою работу, создают уровни. Концепт-арты передаются 3D-художникам, и они начинают свою работу. 3D-моделирование можно разделить на два основных направления. Первое — это Hard Surface. Объекты с твердой поверхностью. Обычно это рукотворные объекты. Мелкие пропсы — объекты для наполнения мира. Бочки, бутылки, коробки, кирпичи и прочий хлам. К Hard Surface также можно отнести их здания. Их могут собирать из отдельных модулей, как конструктор. Если это очень сложные объекты, то прибегают к процедурному моделированию. Используют программу наподобие Houdini. Задается, что, сколько и где генерировать. Еще к Hard Surface можно отнести транспорт. Состоит он из 3D-модели, к которой присоединен скелет, так же, как и к персонажам. Об этом мы поговорим далее. Далее этот Skeletal Mesh загружается в движок и уже там превращается в автомобиль. Зачастую для этого есть специальный инструментарий, позволяющий настроить управление, физику, настроить подвеску и прочие характеристики транспорта. Летающий транспорт создается по такому же принципу. Повреждения на автомобиле бывают статическими, заранее созданными, либо адаптивными. Здесь части кузова не заменяются на другие, помятые, а деформируются по полигонам, реагируя на коллизию другого объекта. Яркий представитель такой технологии – BMNG Drive. Я напомню, это относится к Hard Surface. И еще есть второе направление – Organic. Это нерукотворные объекты, то есть природа. Деревья могут отдельно генерироваться в такой программе, как Speed Tree. Также к органике относятся существа и персонажи. Хотя вот кристалл твердый и ровный, как Hard Surface, но воссоздан природой. Но да ладно. Также игровой контент может закупаться на стоках. Есть отличная библиотека Megascans. Еще можно сканировать объект с помощью оптических или лазерных 3D-сканеров. Этапы создания персонажа. Как обычно выглядит пайплайн персонажа в студиях? Сперва определяется, каким будет персонаж – животное, монстр или человек. Далее эти референсы собираются в мудборды. Это композиция из референсов на одну тематику. Муд означает настроение. Художник рисует концепт, эскиз, передает 3D-моделлеру. Далее моделлер с помощью скульптинга создает high-poly модель персонажа, используя программу ZBrush. Скульптинг – это как цифровая лепка из пластилина. Чтобы моделить было легче, скульптинг делят на 3, а то и 4 рида. Первый рид – создание болванки персонажа. Набросок, который называется блокаут. Попросту говоря, анатомия и силуэт. Также это может называться драфт. Второй рид – внутреннее наполнение и большие детали. Третий рид – маленькие детали и нюансы анатомии. И еще может быть четвертый рид – сверхдетализация. Это могут быть поры или морщины. Далее моделлер делает ретопологию сетки. В итоге из high-poly получается low-poly модель. Она не такая требовательная к производительности. Количество полигонов на первичной high-poly модели может исчисляться миллионами, 5, а то и 15 миллионов. После ретопологии сетки их количество уменьшается до 20 тысяч. Среднее ограничение на проекте 20-80 тысяч.
В итоге получается две модели – High и Low Poly. High Poly можно использовать для пререндеров, запекания и синематик роликов. А Low Poly идет в саму игру. Для ретопологии подойдет любой 3D-пакет – Blender Maya или 3D Max. Есть даже специальный софт – Topagant. После этого создается UV-карта для будущих текстур. Программам для текстурирования и игровым движкам нужна развертка. Это координатная сетка, которая указывает, где какая текстура на модели будет отображаться, чтобы они понимали, какая часть рисунка какому участку 3D-модели принадлежит. 3D-модель разворачивается в плоскость. А развертку можно делать как вручную, так и автоматически. Следующий этап – запекание. На этом этапе детализацию High Poly модели можно запечь в карту нормалей. Это такая текстура объема. Также она известна как Bump Map. Это более старая версия. Проще говоря, это плоская иллюзия объема, как 3D-открытки. Заодно можно запечь Ambient Occlusion. Это затенение в стыках, полученные от мягкого глобального освещения. Проще говоря, запекание – это перенос визуальной информации с High Poly на Low Poly в виде текстур. После того, как персонаж готов, его необходимо раскрасить. Это может делать как сам 3D-моделлер, так и художник. Обычно в индустрии для этого используют Substance Painter. Все эти блики потертости — это разные слои текстур, которые называют мапами. Сюда входят Diffuse, Specular и прочее. И также Normal Map. Нормали также можно создавать на этапе текстурирования. Эти мапы объединяются в общий материал. В дальнейшем этот материал будет наложен на модель с помощью UV-координатной сетки. И если это дорогостоящий персонаж, то к работе могут подключиться художники, которые работают с одеждой, и художники, которые создают волосы. Следующий шаг – подготовка к анимации. Модель персонажа переносится в другой 3D-пакет. Это может быть 3ds Max или Maya. Либо для более физически точной анимации используют программу Каскадер. Для будущей скелетной анимации начинается процесс построения скелета – риггинг. В одном персонаже, в зависимости от сложности, может быть от 20 до 100 костей, и даже еще больше. Если потребуется правдоподобная лицевая анимация, то число костей можно умножить на 2. Но атаку взрослого человека приблизительно 208 костей. Части скелета, суставы, называются джойнты. Затем готовый скелет нужно прикрепить к туловищу. Этот процесс называется скиннинг. Всем этим также может заниматься отдельный человек. После чего персонаж переходит в руки аниматора. Анимация начинается с раскадровки. Используется анимация по ключевым кадрам. Первый ключ — это исходное положение, а второй ключ — конечное. И кадры между ключами автоматически плавно подстраиваются. Реалистичную физиологию человеческих движений сложно создать таким способом вручную. Поэтому для захвата движения используется специальный костюм Motion Capture. Это костюм, на котором располагается большое количество датчиков. И затем движение этих датчиков фиксируется камерами. Эти датчики бывают различных типов. Первый вид датчиков, или как их называют маркеры, это пассивные оптические. Они отражают инфракрасный свет, посланный со стробоскопов. Затем этот свет улавливается камерами. Второй вид – активные оптические. Эти маркеры состоят из светодиодов с интегрированными процессорами и радиосинхронизацией. Третий вид – магнитные системы. В роли маркеров выступают магниты, а в роли камер – ресиверы, которые вычисляют расположение магнитов благодаря искажению магнитного поля. Четвертый вид – механические системы. На актера одевают специальный механический моукап-скелет, который фиксирует угол изгиба суставов. Пятый вид – гироскопические и инерционные системы. В роли маркеров выступают миниатюрные гироскопы и инерционные сенсоры. 4 основных анимации, которые создают аниматоры. Бездействие, idle, походка, атака и смерть. Еще для захвата анимации может использоваться более новая и дешевая технология. Она же безмаркерная система захвата движений. Захват анимации с помощью отснятого видео. Здесь уже трудятся нейросети. Что же насчет лицевой анимации? Существуют различные способы для применения лицевой анимации. Один из таких — это риг на основе морфов, или как это еще может называться, blend shape. Создается множество копий одной головы, и затем на каждой изменяется эмоция. Например, у одной головы закрыт рот, а у другой открыт. Таким образом, это две ключевые эмоции. И геометрия на промежуточных кадрах автоматически подстраивается с помощью математической интерполяции. Здесь минус в том, что данный вид рига нельзя применять на других персонажах. Набор таких копий выражения лиц называют ключевыми позами. Другой метод применения анимации – это риг на основе костей. Он менее гибкий, но зато можно применять к большому количеству персонажей. Наиболее эффективен смешанный риг, включающий в себя элементы морфинга и костей. Здесь аниматор имеет полный контроль над мимикой персонажа. Создание того, что позволит управлять анимациями, сделать персонажа марионеткой, и называется ригом. Затем для удобства к нему можно добавить контроллеры. Подобную технологию FACS применили в Half-Life 2. Каждая часть лица имеет свой набор анимаций. И чтобы воссоздать уникальную мимику, нужно просто скомбинировать нужные варианты. С помощью данной технологии можно анимировать любого персонажа.
И не требуются дорогостоящие технологии мокап. Но это всего лишь способы, позволяющие анимировать. А откуда же разработчики берут сами анимации? То есть данные. Это можно делать вручную по ключевым кадрам. С помощью звуковых файлов. А осуществляется это с помощью нейронной сети. Другой способ — это маркерная система захвата лицевой анимации. Performance Capture. В роли маркеров могут выступать шарики, наклеенные на лицо, краска либо точки, нарисованные фломастером для моушн трекинга. Более продвинутый вид захвата — безмаркерный. Motion Scan. Мимику актера фиксирует большое количество камер, примерно 12. Также могут использовать датчики глубины, лидары. Вообще лицевая анимация — это дорогое удовольствие, но программа MetaHuman призвана ускорить и удешевить этот процесс. В ней можно создать персонажа, словно в какой-то MMORPG игре, и добавить ему анимацию с помощью камеры и смартфона. А самого персонажа можно сделать в специальном редакторе, наподобие Character Creator. А модель лица даже можно сделать из фотографии. В завершение готового персонажа импортируют в движок, и уже там начинается работа по его настройке. Нужно привязать анимации к действиям, попросту запрограммировать. Привязать персонажа к искусственному интеллекту, либо добавить диалоги. В дополнение ко всему этому, есть продвинутый вид анимации. Это процедурная, она же динамическая анимация. Все движения подстраиваются под окружение. Это настраивается методами движка. Все эти этапы исполняются последовательно, и по завершению каждого выполняется проверка. В некоторых студиях этот пайплайн может быть немного изменен. Текстурировать могут на этапе High Poly, то есть до оптимизации. В инди-сегменте персонаж может стоить от $500 до $1000, а в AAA от $45 тысяч. Хотя, учитывая все аспекты разработки, эту сумму можно смело умножать на 2. Этапы создания игрового уровня. Первый шаг — это подбор референсов. Это изображение для вдохновения. Либо команда выезжает в нужную локацию и делает снимки. Большинство уровней начинается с прототипа, нарисованного на бумаге. Составляется список локаций и отмечаются ивенты, где сколько врагов, какие события привязаны к точке на локации и прочее. В итоге карта на бумаге больше похожа на схему. Для игр с одиночной кампанией может быть 3 вида схем построения уровней. Первый — линейный. Здесь игрок движется из точки А в точку Б, изредка отклоняясь от маршрута. Но постоянное движение вперед быстро наскучит игроку, поэтому левел-дизайнер старается усложнить путь. Это делается для того, чтобы игрок по мере продвижения изучал уровень, тем самым обращал внимание на детали. Это усиливает погружение. Желательно делать на уровне такие места, где бы игрок мог отдохнуть от сложной игры. То есть нужно чередовать сложные этапы и более легкие. Второй вид — кластерный. Много ответвлений от центральных хабов. Такой вид уровней часто используют в играх жанра Immersive Sim. И третий вид — паутина. Много сплетенных между собой путей. Это дает свободу игроку. Больше подходит для игр с открытым миром. В мультиплеерных играх левел-дизайнер работает над балансом уровня, исключает возможность преимущества одной команды над другой. Например, чтобы одна команда не смогла быстрее захватить точку, лишь потому, что ей быстрее до нее дойти. После прототипирования на бумаге левел-дизайнер вместе с гейм-дизайнером формирует метрики. Это шаблоны размерности для проектирования уровней. Подобные лекала в дальнейшем позволят определять, где игрок сможет пройти, спрятаться или взобраться. Определившись с метриками, левел-дизайнер начинает собирать блокауты. Заодно выставляется простое освещение. Блокаут — это скелет карты, состоящий из примитивной геометрии. Это может создаваться специальными инструментами внутри движка. Например, как BSP-геометрия в Unreal Engine. Тут преимущество над подобной геометрией из 3D-пакета заключается в том, что ее всегда можно отредактировать, прямо в самом движке. Раньше уровни в играх только и состояли из подобной примитивной геометрии для блокаутов. Сверху просто наносили текстуры и изредка расставляли 3D-модели. И такой профессии, как художник по окружению, не существовало. Такой первичный блокаут называется Greybox, или же дизайнер-блокаут. На данном макете проверяется геймплей, без визуальных составляющих. В дальнейшем эти примитивы будут заменены на красивые 3D-модели. Эти BSP-болванки можно конвертировать в mesh, попросту в простую 3D-модель, и затем экспортировать в 3D-пакет для дальнейшей детализации. Если требуется ландшафт, то его также можно создать с помощью инструментов внутри движка, либо геометрию уровня могут целиком импортировать из стороннего 3D-пакета наподобие World Creator. Затем на уровень добавляются триггеры. Это такие невидимые зоны, которые активируют события. Также на уровень добавляется среда, в которой может ориентироваться искусственный интеллект. Попросту это объект в виде невидимой зоны. Она автоматически определяет у геометрии внутри себя плоскости, по которым могут перемещаться боты, чтобы в дальнейшем искусственный интеллект мог выстраивать маршруты вдоль этих поверхностей.
Добавляются точки появления персонажей, спавнеры. Но делается это только лишь для проверки. Более точная настройка делается на финальной стадии. После компоновки чернового прототипа уровня, грейбокса, проводится геймплей-тест и исправляются недочеты. Вообще этап тестировки начинается с самого первого момента разработки игры. После проверок вся геометрия уровня замораживается. Вторая стадия прототипирования уровня — это White Box, он же Art Blockout. В нем художники прорабатывают художественную часть уровня, делают наброски, черновой вариант. На этапе White Box к процессу подключаются художники по окружению и концепт-художники. Художники по окружению уже работают над визуальной частью уровня. Они заполняют мир временными моделями, плейсхолдерами, что-то среднее между болванками из грейбокса и конечным вариантом 3D-модели. Если проще выражаться, то художник создает что-то с нуля, а дизайнер по-разному комбинирует то, что создал художник, составляет композицию. Но это больше общее определение понятий. На уровень добавляется черновая игровая логика. Художники по окружению могут использовать киты. Кит — это такой набор ассетов, можно сказать, однотипных. Кит используют как конструктор, составляя композицию. Яркий пример — модульный дом или модульная труба. Если игровой движок позволяет, то можно разделять уровень на слои. Например, в одном содержится временная геометрия, блокаут, в другом художники работают над окружением, визуальная часть, и уже в другом слое аудиодизайнеры работают над звуковым окружением. Когда уровень готов, его снова проверяет левел-дизайнер. И затем наступает третья, финальная стадия завершения. Временные плейсхолдеры заменяются на финальные 3D-модели. Удаляется практически вся BSP-геометрия в угоду реализма. Художник по окружению создает средние и мелкие объекты, трубы, бочки, ящики, и затем их текстурирует. Деревья, траву и прочие растения могут отдельно создавать художники по растительности. Есть еще такая профессия, как левел-художник. Он создает ландшафт, реки, дороги, горы, обычно внутри движка. Наносит текстуры на ландшафт и декали, и затем расставляет то, что сделали художники по окружению. Ставит вазы на тумбочки, заполняет мир мелочами. Зелень размазывается по ландшафту инструментами движка, заодно настраивает свет. Level и Environment художники могут помогать или взаимозаменять друг друга. Название и обязанности данных художников зависят от студии. Расстановкой объектов также может заниматься левел-дизайнер. Есть такая профессия, как нарративный дизайнер. Занимается повествованием через окружение. Делает уровень, скажем так, живым. Добавляет какие-то композиции, записки, подсказки, диктофоны. Вода также делается с помощью инструментов движка. Самый простой ее вариант — это плоскость с текстурой. Более сложный вариант — трехмерный объем с изменяемой геометрией поверхности. В современных играх игрок физически может влиять на эту поверхность. Создается это все через шейдеры. Обычно вода — это трехмерный объем, зона в пространстве. Когда игрок попадает в нее, меняется физическая модель, и также постобработка. Самый продвинутый вариант воды. И, конечно же, ресурсозатратный — это вода на частицах. Пока что ее больше всего используют в кинематографе. На уровнях для мультиплеера устраняется визуальный шум, то есть делается так, чтобы игроки лучше замечали друг друга на уровне, поэтому мелкие детали наподобие мусора сдвигаются к стенам. Освещением также может заниматься отдельный человек, Lighting Artist. Свет может заранее рассчитываться и запекаться в специальные лайт-мапы, либо быть динамическим, работающим в реальном времени. Это методы рейтрейсинга. Также существуют гибридные методы. С отражениями так же, как и с освещением. Они могут заранее запекаться в специальные карты Cube Map. Технология SSR самая распространенная на данный момент. Это отражение в реальном времени, но только в поле зрения. И самый продвинутый способ — это технология рейтрейсинга и рейкастинга. Небо в играх — это просто огромная сфера с текстурой. Также эта сфера может выполнять роль глобального освещения, светит внутрь себя. Физика в играх также работает благодаря игровому движку. Волосы на персонажах — ткани. Сами персонажи, называется это Ragdoll, тряпичная кукла. Система разрушений, физические частицы и транспорт. Это все делается средствами игрового движка. Когда уровень готов, его замораживают. С этого момента уже запрещается добавлять на уровень новые пропсы, то есть мелкие объекты, бочки, ящики, мусор. Также удаляются ненужные ассеты. В завершении делают финальный тест. Проводится оптимизация производительности. Для этого используется профайлинг. Это информация об объектах, сколько они потребляют ресурсов. Настраиваются уровни детализации, лоды. Это когда при удалении от камеры игрока у объектов снижается количество полигонов. Это нужно для оптимизации. Технологии микрополигонального рендеринга наподобие Nanite в Unreal Engine 5 в будущем заменят систему лод.
Уровни формируют окружающий мир игры, причем довольно-таки большой, и нужно его как-то разделять, чтобы не перегружать память. Один из старых и первых способов — это подгрузка уровней. Когда игрок проходит один, загружается другой. Это просто отдельные карты, и здесь нужно ждать. Второй способ, который чаще используют в современных играх, это подгрузка уровней в реальном времени. Яркий пример — технология World Composition из Unreal Engine и ее новая версия World Partition. Один огромный мир разделяется на фрагменты, чанки, и загружаются лишь те, которые поблизости. Чтобы скрыть вдали недостающие чанки, разработчики используют хитрость — это туман. Либо такую хитрость, как бутылочное горлышко, occlusion culling. При рендеринге убирается все, что попадает вне поля зрения камеры. Либо можно создать узкие места при переходе с одной локации на другую. Пока игрок протискивается через нее, подгружается следующий уровень и выгружается предыдущий. Это происходит в реальном времени. Такие приемы можно встретить в серии игр Tomb Raider. Также подобные технологии применимы для открытых миров, но не очень применимы к авиасимуляторам. И третий вид, наилучшим образом подходящий для открытых миров, это система LOD – Level of Details. Игрок сверху способен увидеть весь мир, но дабы не нагружать систему, мелкие объекты исчезают, а у крупных снижается количество полигонов и также разрешение текстур. Таких уровней детализации может быть 3-4, а то и больше. И по мере приближения детализация увеличивается. Оттуда и внезапное появление зданий в старых играх. Звук. Композиторы пишут музыкальное сопровождение. Звукоинженер может собирать в библиотеке уже готовые решения, генерировать свои с помощью ПО. Можно записывать звуки в студии. Либо команда звуковиков выезжает на полигон, записывает оружие или транспорт. Актеры озвучки записывают голоса по сценарию. Затем аудиопрограммист подключает это все к игре. Программирование. Когда финальный контент попадает в игру, его необходимо сделать играбельным, то есть запрограммировать, как обычно выглядит рабочий процесс программиста. Как и все упомянутое, программный алгоритм начинается с описания. Обговаривается, что требуется сделать. Затем составляется блок-схема. Она описывает алгоритмы или процессы в виде визуальной структуры, в которой отдельные шаги изображены в виде блоков различной формы. И эти блоки соединены между собой линиями, которые указывают направление последовательности выполнения программы. Скомпоновав блок-схему, программисты приступают к работе. Обычно в игровых движках используют языки программирования C++ или C#, вместе с надстройкой API самого движка. Для графики к основному языку подключаются библиотеки, наподобие DirectX, OpenGL или Vulkan, и шейдерные библиотеки для дорисовки различных эффектов, наподобие бликов, затенений. Конечно, к этому можно добавить еще звуковые библиотеки, периферийные и прочее, но это уже больше низкоуровневое программирование. Это уже относится к разработчикам самого движка. И ввиду того, что в играх нужно очень много программировать, процедурным методом, где последовательно исполняются операторы и подпрограммы, для больших масштабов этот способ неудобен, поэтому разработчики игр используют методы объектно-ориентированного программирования. В двух словах, как это работает. Допустим, вам нужно создать оружие. Вы создаете базовый класс оружия и присваиваете ему базовые свойства оружия. Например, такие как урон, дальность стрельбы, количество патронов. И затем, если вам нужно создать большое количество оружия, вы не делаете каждый раз заново новое, а просто наследуетесь от базового класса и подставляете туда нужные параметры. И чтобы сделать разработку еще проще, используется визуальное программирование в рамках самого движка. Здесь вместо кода вы манипулируете блок-схемами, которые называются узлы, ноды. Это облегчает порог вхождения. Конечно, обычно это не отдельный язык программирования, а просто визуальная надстройка над основным. Система нод очень похожа на первичные блок-схемы. Для мобильных игр могут использовать языки Java или Swift. Swift — это для iOS. Для браузерных игр используют HTML5, PHP и JavaScript с дополнительными библиотеками. Чем занимаются программисты? Геймплей-программист выполняет основную работу, воплощает в жизнь все игровые механики. Это то, что оживляет мир и позволяет игроку взаимодействовать с ним. AI-программист создает искусственный интеллект. Это модель поведения игровых персонажей, ботов. Здесь также можно использовать нодовую систему Behavior Tree, древо поведений. Здесь, в зависимости от ситуации, описывается дальнейшая модель поведения. Благодаря такой нодовой системе с логикой могут работать и дизайнеры, не прикасаясь к коду. Есть еще сетевые программисты, программисты анимации, интерфейсов и еще много других. Это мы разбирали в отдельном ролике про профессии. Этап 3. Вертикальный срез.
Когда основной контент готов, разработчики формируют вертикальный срез игры. Это кусочек игры без самой игры. Разработчики заглядывают в будущее, планируя, как будет выглядеть игра. Пара уровней, строчек кода и персонажей станет будущим каркасом всей игры. Вертикальный срез, он же демо-версия, может выполняться на этапе продакшена, производства игры, то есть во время основной разработки. Вертикальный срез демонстрирует инвесторам. Этап 4. Производство контента. Основная разработка игры. Это самая сложная и длительная стадия разработки. Это основной и самый длительный процесс разработки, который уже длится годами. Это наполнение контентом. Создается все больше уровней, 3D-моделеры делают еще больше моделей, настраивается физика и искусственный интеллект. Если это платформер, то ИИ может быть поглупей. А для стратегии в реальном времени РТС нужен более умный и проработанный. Для мультиплееров и вовсе не нужен, разве что для ботов. Саунд-дизайнер добавляет звуки. Следующий шаг — добавление графического пользовательского интерфейса, он же GUI. От его вида также зависит, понравится игра игроку или нет. Визуальная часть интерфейса создается в любом 2D-редакторе и затем компонуется и программируется в самом движке. Большинство этапов разработки может идти параллельно. В результате каждый из отделов разработчиков прикручивает к игре свою часть. На завершающем этапе ближе к релизу делается работа над ошибками. Финальная часть, которая называется полишинг. Здесь художники уже не создают что-то новое, а улучшают старое. Собирается ударная команда, общие силы которой кидаются на решение конкретной серьезной задачи, либо проблемы. Пока игра еще не собрана до конца, можно выпустить альфа-версию. А нумерация версии — это последовательность чисел. Первая цифра — это мажор-версия, она же стабильная версия. Второе число — минор, младшая версия, какие-то крупные изменения. Третье число — мелкие изменения, maintenance или микроверсия. Может быть больше 3 значений. Еще младшая версия может обозначаться буквой, A, B, C и так далее. Если номерной счет зашел слишком далеко, то может применяться алфавитно-цифровое название. Пример — Photoshop CS. Этап 5. Тестирование. Когда игра готова, наступает стадия тестирования. Этим занимается QA-отдел. Главная их задача не искать ошибки внутри кода, а проверять, можно ли пройти игру до конца или нет, и выявлять, что мешает полноценному прохождению. Этап 6. Подготовка к релизу. Когда игра готова, можно провести закрытый бета-тест, а затем и открытый. Пока идет доработка игры, издатель тоже не сидит на месте и занимается пиаром игры. Выпускается игровой трейлер. Заодно перед релизом проект может поучаствовать в выставках. Заставки в играх могут делать как в виде кат-сцен, собранных и зарендеренных на движке, так и в виде пререндеров синематик роликов, используя хай-поли модели и физически корректное освещение. В среднем игру делают 4 года. В инди-студиях игру могут разрабатывать 10-30 человек, в AAA-студиях 300 и выше, а если говорить о общем количестве сотрудников, то их число может превышать 1000. Бюджет хорошей AAA игры может составлять 200 миллионов, а то и выше, и почти половина этого бюджета может уйти на маркетинг. Этап 7. Оперирование. И финальный этап — это оперирование игры. Ее продвижение. Это может выполняться на стороне издателя. Издателем может быть сторонняя или дочерняя компания. Издатель локализирует игру, переводит на разные языки, рекламирует ее и занимается продажами, забирая кусочек прибыли, примерно 30%. В итоге игра доходит до конечного потребителя. Потом же разработчик создает патчи и DLC. Вступайте в наши ряды разработчиков, присоединяйтесь к нашим социальным сетям или Discord-серверу. Наш Discord — это инкубатор геймдева. В нем много активностей и полезного материала.